Власти Китая решили скрыть дискриминацию в отношении мусульман и устроили для международного сообщества фейковые празднования Ид-аль-Фитр по случаю окончания священного месяца Рамадан. Китайские чиновники организовали онлайн-видеотрансляцию с приглашением иностранных СМИ и продемонстрировали то, как прекрасно живется уйгурским мусульманам в Синьцзяне. На кадрах были показаны чистые и современные мечети с собравшимися на намаз прихожанами, студенты исламского института, дружно читающие книги, а также весело пляшущие толпы уйгуров в традиционной мусульманской одежде. Однако в распоряжении международных правозащитных организаций предостаточно фактов о лагерях политического перевоспитания, массовых арестах и прочих дискриминационных действиях в КНР. А те уйгуры, которым удалось выбраться из так называемого китайского гетто, пытаются помочь своим родственникам, которые остались в Синьцзяне и регулярно подвергаются пыткам. На днях уйгурские мусульмане в Турции настоятельно призвали главу Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет расследовать обвинения в нарушениях прав, пытках, геноциде и так называемых лагерях перевоспитания во время ее предстоящего визита в китайскую провинцию Синьцзян в этом месяце. Медине Назими, чья сестра содержится в одном из лагерей, потребовала правдивых ответов о ее местонахождении и просит ООН о спасении близких. Мы хотим, чтобы ООН отправилась на нашу родину. Мы хотим, чтобы вы все проверили. Не верьте китайскому правительству. Вы должны верить нам. Моя сестра всего лишь одна из жертв концлагеря. Где она? Она здорова? Китайское правительство разлучило нас с нашими близкими. Мы не получаем никакой информации о них. Мы хотим, чтобы ООН закрыла концлагеря и спасла членов наших семей. В январе группа уйгуров подала в турецкую прокуратуру уголовное дело против китайских властей, обвинив их в изнасиловании, пытках и принудительном труде. Уйгурская община Турции, насчитывающая 50 тысяч человек, в течение последних нескольких лет регулярно устраивала акции протеста возле китайского консульства в Стамбуле. Правозащитные группы заявляют, что по меньшей мере 1 миллион представителей преимущественно мусульманского меньшинства были заключены в лагеря перевоспитания, где они подвергаются пыткам, насилию и стерилизации. Китай категорически отвергает обвинения и заявляет, что проводит программы профессионального обучения, чтобы помочь искоренить экстремизм в регионе. Спасибо, дорогой зритель, за твой лайк и комментарий. Это очень важно. Если у тебя есть возможность, смотри нас через VPN-сервис. Реклама поможет монетизировать наш контент.